Привет из Турции, мои дорогие! Сегодня я покажу вам, чем кормят в Турции. В отеле все включено. Напоминаю, что мы с семьей отдыхаем в отеле 4 звезды на Эгейском побережье. Итак, заходим в ресторан и сразу видим очередь за чем-то вкусненьким. Кстати, это единственный отель, в котором я такие очереди наблюдала. Как обычно, горы еды, глаза разбегаются. Ну, давайте с вами пройдемся и посмотрим, что здесь есть. Мне всегда было интересно, куда все несъеденное потом девается. Мира любит на завтрак есть хлопья с молоком, это тоже здесь всегда есть, ну, в принципе, как и в любом отеле. Ну, а также сыры, оливки, свежие овощи, хлеб прямо из печи, но сначала нам нужно найти место, куда бы присесть, и потом уже мы пойдем набирать тарелки. Если хочется завтрак по-турецки, можно взять яйца, сыр, оливки, зелень, турецкие лепешки. А если хочется привычный, так скажем, европейский завтрак, то тут есть колбаски, яичница, даже овсяная каша с молоком, которую турки, кстати, не едят. Они считают, что овсянка, как и гречка, это больше еда для лошадей. Я обычно беру сыры, колбаски, хотя и то, и другое здесь по вкусу отличается от наших. И вкус у них не такой насыщенный. Конечно, я скучаю по нашей колбаске и сырам. Ну вот, что тут у нас в конце очереди. Самое интересное, сегодня все стоят за турецкими лепешками, которые называются пиши. Позже покажу вам, как они выглядят. Это классика all inclusive, свежеприготовленная, всегда на расхват, поэтому за ним очереди. Люди ждут по несколько минут, но зато всегда горячее и вкусное. Мира у меня из овощей любит только огурчики. Больше, в принципе, она в отелях ничего не берет из овощей. Очень жаль, потому что в этом отеле очень большой выбор различных салатов. Крупно нарезанных, мелко нарезанных, с луком, без лука. В общем, какие хочешь. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Поэтому здесь я в основном стараюсь брать овощи и мясо. Ну, я имею в виду на обед и на ужин. И поменьше есть каких-то каш, там, макароны, в общем, поменьше углеводов. Потому что всегда, конечно, в all inclusive я набираю. Я не знаю, как вы, напишите в комментариях, вы прибавляете килограммы или нет, но я лично да. В общем, если не хотите стоять в очереди, то, в принципе, можно взять овощи, фрукты, сыры, оливки, колбаски. Как бы этого достаточно на завтрак, но мы решили все-таки очередь отстоять и взять вкусные эти турецкие лепешки. Ну вот, самый главный мой вопрос, куда же девается эта еда, которую не доели, не съели. На самом деле часть съедает, мне кажется, персонал, и я думаю, что другая часть идет на переработку. Например, продукты с завтрака могут пойти в салаты или использоваться для выпечки, для слоек. Вареные яйца часто становятся частью закусок, и я думаю, что вы все это видели. Ну, остатки обеда подают на ужин в немного измененном виде. По сути, туристы сами все и доедают, только уже следующий прием пищи. А вот фрукты и овощи здесь всегда свежие, и за них можно уж точно не переживать. Вот здесь в очереди до самого важного, как раз по дороге можно взять овсянку на молоке. Как я уже сказала, что турки такое не любят, поэтому ее всегда много, потому что в нашем отеле очень много турков отдыхают, в том числе, которые живут в Европе и приезжают сюда специально из Европы, чтобы отдохнуть. Также еще здесь есть вареные яйца, сосиски. Кстати, на удивление, вот эти сосиски оказались прям вкусные. Я здесь пока еще не нашла те сосиски, которые мне нравятся. Также есть печеная картошка, но это, в принципе, классика жанра, или картошка фри, или печеная картошка всегда есть в отелях на любой прием пищи, потому что ее очень любят дети. Ну, а я себе беру такие тушеные овощи, наверное, они на мангале, не знаю точно, но очень вкусно. Ну, а вообще, конечно, лучшая еда во все включено, это местная. Мед в сотах, турецкие сыры, оливки, свежий хлеб. Вот ради этого и стоит вставать на завтрак. Такой вот завтрак в отеле 4 звезды в Турции. Если хотите увидеть, что дают на обед и на ужин, в этом влоге все покажу. А еще наш отель и как мы проведем сегодняшний день нашего отдыха в Турции. Так что смотрите дальше. Доброе утро всем. Сегодня у нас такой вот завтрак. Немного необычный. Взяла круассаны себе, свежая выпечка. И еще пиши сегодня делают, за ними очередь стоит. Пиши — это просто тесто в масле, в большом количестве масла жареное. Так, что я еще взяла? Тушеные овощи, здесь баклажаны, кабачки, перец красный, сосиски, огурчик, сыр, колбаска. Уже там куча булочек. Букадариден, Машка. Мед, масло, арбуз, у Миры, как всегда, хлопья. Ты мне не принесла кофе? Не осталось. Да? Ладно. Так, я без кофе. Ну и, в принципе, все. Вот такой у нас сегодня завтрак.
Ну а сейчас реалии нашего утра на отдыхе. Такое семейное у нас утро. Готовимся купаться в бассейне. Но если вы думаете, что мы прям сразу идем купаться, нет. Как я вам говорила уже в прошлом влоге, я люблю посидеть, покайфовать вначале. И мне не очень нравится прям холодная вода в бассейне, но такая она еще с утра прохладная. Ну а Мира сразу хочет, конечно же, купаться. Поэтому сначала прически, крем, в общем, все по классике. Короче, мое утро в турецком раю начинается не с кофе. В таких моментах тоже есть свой особый кайф, когда делаешь все не спеша. Хотя мы в последние годы не очень любим отели «Все включено», больше любим путешествовать по каким-то красивым местам и брать для этого какие-то такие апарт-отели, так скажем. Но так как сестра мужа в этот раз ехала на отдых, то мы решили с ней, в общем, за компанию. Хоть мы и выбрали бюджетный отель 4 звезды, но зато здесь все включено, красивая территория, и мы здесь уже были 2 года назад, поэтому как бы знали, чего ожидать. И вот это ощущение, что можно вообще не смотреть на часы, это, конечно, особый кайф. Напишите, мои дорогие любители, вы Турцию, бывали ли здесь, или, может, у вас какие-то другие любимчики для отдыха, и какой вы отдых предпочитаете, вот такой тюленей, либо же более активный. Мужа я тоже заставляю мазаться, он в этот раз мужественно терпит, если не намазать, будет как вареный рак. Но у него такая особенная кожа, наверное, турецкая, что он вначале краснеет, причем довольно-таки сильно, что кажется, так обгорел, что прям до боли. Но оно особо у него не болит, просто он вначале ходит красный как рак, а потом где-то на следующие сутки или через 2 суток он становится черным просто. Мира у меня, слава богу, тоже не сильно обгорает, у нее тоже кожа что-то среднее между моей и папиной, как бы она светленькая, но все-таки от турецкой крови тоже у нее есть, она быстро темнеет. У меня же кожа очень светлая, и я очень быстро сгораю, поэтому я всегда мажусь, прячусь, в общем, лицо вообще стараюсь на солнце не показывать, обычно одеваю кепку даже когда плаваю, ну, стараюсь, по крайней мере, потому что все-таки я считаю, да, я пришла уже к тому, что солнце это все-таки полезно в меру, так скажем. Я предпочитаю тень, и я всегда стараюсь лежать в тени. Солнышка мне хватает, когда я купаюсь, а так специально вот лечь и загорать, знаете, чтобы становиться такой какой-то шоколадкой, я предпочитаю этого не делать. Все-таки пигментные пятна, да и вообще вред от солнца, я думаю, все уже знают и в курсе об этом. SPF крем у нас с самой высокой защитой, 50, и, кстати, я купила вот такой вот от Avene Stick, да, это крем, ну, как бы можно его использовать, конечно, на все участки тела, но так как он маленький, то удобнее всего его, конечно, на лицо наносить, и он такой компактный, классный и очень хорошо защищает, с ним ни разу у меня лицо не сгорело, хотя я даже толком, ну, особо не обновляю его в течение дня, ну, может, 1 раз там и все, и он работает очень классно, поэтому советую вот такой вот стик, ну, у меня именно от Avene, может, какие-то другие марки тоже круто работают. Мира бегом в бассейн. Конечно, она хочет плавать, потому что она уже научилась плавать без нарукавников. Потихоньку вот учится, видите, туда-сюда плавает. Ну, конечно, это классно. В общем, сама научилась, как бы толком мы ее не учили. Вот, а я пока полежу. Есть время на саму себя, немножко просто отдохнуть и расслабиться. Пришли на пляжик. Муж опять взял, видите, хлеба с собой. Сейчас будем опять рыбок кормить. Это очень увлекательно, поверьте. Но на видео, конечно, не так смотрится, на самом деле очень классно. Мы доплыли до самого понтона. Все вместе приплыли, и муж, и дочка, и сестра мужа, и племянник. Короче, все сейчас здесь будем кайфовать. Здесь уже глубоко, ноги не достают, я в маске. Мои там сидят, ждут, и посмотрите, какой волшебный подводный мир. Это мы еще не подкармливали рыбок.
только приплыли сюда, и вот здесь вот такой вот аквариум, просто волшебно. В этой маске очень классно плавать, потому что не надо думать о дыхании, да. Надел ее, и как бы все, на поверхности плаваешь. Муж мой тоже нырнул. Кстати, водичка прохладная, да, здесь если не плавать, а вот так просто, допустим, полежать на воде, то быстро замерзаешь, а нужно постоянно двигаться, тогда потеплее становится. Вот муж уже накидал хлеба, сейчас они все к нам приплывут, надеюсь, и поснимаю для вас эту красоту, так что наслаждайтесь, делюсь с вами этими волшебными моментами. Напомню, что это Эгейское море, побережье между Кушадасы и Измиром. Называется это место Özdere. Мы так наплавались, круто вообще. Сейчас вернулись в бассейн, и тут сейчас будет анимация. Правда, не детская, а взрослая, но муж Миру поставил на эту штуку. Там что-то, в общем, будут взрослые конкурсы какие-то устраивать, тоже покатать. Потому что 2 года назад была детская анимация на вот этой вот штуке, и Мира тоже участвовала. Если найду видео, я сюда вставлю обязательно. Вот сейчас начнется взрослая анимация. Сейчас девушка-аниматор показывает, что нужно будет сделать. Вот на этой штуке стоять и танцевать такой восточный танец. Они, кажется, ориенталь называют, в общем, как-то так. Я совершенно не умею танцевать этот танец, но почти все турчанки просто восхитительно танцуют. Вот я вам говорю, на свадьбах очень часто я видела, как они двигаются, и практически все, ну вот, я не знаю, это у них в природе, наверное, что они такие гибкие в этом танце, классно. Короче, она сейчас покажет, и потом с вами будем смотреть, как танцуют уже отдыхающие. Кстати, в этом конкурсе будут участвовать и мужчины, так что смотрите, не пропустите. Музыку оригинальную мне приходится убирать, потому что YouTube, конечно, из-за авторских прав не пропустит это все. Но я по возможности вставлю здесь какую-нибудь такую турецкую музыку, турецкие мотивы восточные, чтобы вы смогли насладиться. В
Вот то, что я говорила, девушка, по-моему, очень неплохо танцует, очень гибкая, в такт музыки попадает. Короче, реально классно, я бы лично так не смогла. Напишите, как вы смогли бы так станцевать. Я уже молчу про то, чтобы выйти на эту импровизированную сцену, так перед всеми смело в купальнике станцевать такой зажигательный танец. Ну, это точно не для меня. Хотя многие удивляются, да, как бы я веду блог, в общем, на такую аудиторию, да, и ну, как бы, типа, должна быть экстравертом, но на самом деле для меня вот это вот все очень сложно. Вот вышел мужчина, наконец, посмотрите, как он старается. Кстати, это, я так понимаю, муж предыдущей женщины. То есть они вместе участвуют, вот такая веселая семья, и они практически во всех конкурсах в этом отеле участвовали. Я их очень часто видела, вот отрываются, что называется, по полной. Но мужчина прям очень старается, он такой молодец. По-моему, он выиграет этот конкурс, мне так кажется. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ого, вот это номер он придумал. Молодец. Аниматор, главный шеф анимации, говорит, что готов до утра смотреть этот танец. Еще один кандидат на победу. Ну, потому что мужчина, да, от мужчин такое не ожидали. Тоже решил танцевать. Я, кстати, мужа своего тоже отправляла, но он сказал, что в таких конкурсах он не участвует. Хотя в каких-то там спортивных, да, соревнованиях он, в принципе, любит. И в прошлые годы, когда мы ездили на отдых, тоже он участвовал во многих конкурсах. Но именно вот танцевать так перед всеми, то нет. Хотя мой муж очень классно танцует турецкие танцы, да, на свадьбах там. Он тоже очень гибкий. И мне кажется, он бы смог выиграть, но не захотел. Ну и акваэробика, конечно же, куда без этого, но в этот раз мы тоже не участвуем, мы первый день только поучаствовали. Я вот, честно, завидую людям, которые готовы каждый день участвовать там в этих йогах, каких-то водных аэробиках, ходить в спортзалы в отелях. Я вообще от спорта в отелях, тем более, очень далека. Мне на отдыхе вполне хватает и плавания. Сейчас вот аниматорши будут кидать эти штуки, она так всегда делает, это очень весело, прикольно. Мы собрались на ужин с Мирой. Мальчиком тоже собрался? Ну, ему все просто собираться. Мира в очках своих новых купила себе какие-то модные очки на трендель. Я шорт-юбку одела сегодня. Маечку мы, кстати, сгорели. Evet. Çok yandı. Şu kapatsana bunu. Orada onu. Hadi bakalım. Biraz derken. Говорит, немного сгорел, да. Çok yandı. Я тоже. У меня пробор сгорел. У меня пробор обычно посередине. Но сейчас я сделала другую сторону, потому что он у меня сгорел. Очень-очень больно. О, ты такая. Да. Козичка. Козичка. Ладно, все, пойдемте на ужин. Завтра, кстати, у нас уже последний день. Чуть в тапках не ушла. Надо переодеться. В смысле, последний день. Завтра мы уже выезжаем из отеля. Так быстро время прошло. Ну, у нас тут 3 ночи было, поэтому, собственно, вот так получилось. Быстро время пролетело. Там, Агать. Снова нас ждет очередь, но уже не такая длинная, как в прошлый раз. Какой-то плов с шафраном. Интересно попробовать. Сафранный продукт. Так, тут у нас что? И это мне положи, Мира? Орман кебабы. Мира, положи мне ложку. Пожалуйста, помоги мне. Мясо положи, все хорошо. Это что? Это цветная капуста. Ага. Цветная капуста. Там курочка. Рагу. Куриная. Соте.
Здесь у нас с кабачков какое-то блюдо. Ну, тоже тушеные кабачки, наверное. Кабачки я, кстати, люблю. Ты не хочешь такой вариант? Да, я вижу. Мира, как обычно, пустая тарелка до сих пор. Картошка печеная. Там макароны есть впереди. Мама, я не хочу взять. Ты думаешь, что ты одна такая всезнайка? Да, думаю, что одна такая всезнайка. Вот. О, видишь, Мира, смотри, прям как ты хотела. Мира хотела рыбу сегодня. Спрашивала, почему в отеле рыбу не дают, раз в море плавают рыбки. Здесь тоже что-то у нас с нутом, по-моему, да? Какие-то турецкие блюда с нутом. И еще какие-то, это, наверное, со шпинатом, что ли. И какое-то вот непонятное мне блюдо. Тут арбузик, а там готовят пидешки. Так, прям печи в своей. Пиде — это такие турецкие лепешки с начинкой. Ну, типа пицца. Какие молодцы, прям одно удовольствие смотреть на их работу. Но это, конечно, очень монотонно, рутинно. И представляете, вот так сколько они каждый вечер делают этих лепешек. Тесто сначала нужно раскатать, потом начинку сделать, все по очереди, потом в печи запечь, разрезать. Короче, непростая на самом деле работа, но смотреть, правда, очень приятно. Так что тоже, кто любит посмотреть, как кто-то готовит, то, пожалуйста, вам сняла видео, наслаждайтесь, как говорится. Я так понимаю, что это он готовит лахмаджун, потому что на пиде тесто немножко толще получается, прям тонко сейчас раскатывают. Да, начинка как на лахмаджун. Это фарш со специями. Вот так разрезают готовый лахмаджун. Видите, такими кусочками. Ну, хотя лахмаджун обычно едят так почти целым, просто заворачивают в него зелень. А там в печи я смотрю, что у него не только лахмаджун, и пиде тоже. Так что они, наверное, готовят и то, и другое. Здесь сладости, ну, по тортикам все стандартно, как я вам уже не раз показывала. Турецкие тортики и немножко там турецких сладостей. Ужин у нас сегодня рыбка, салатик, баклава сегодня. Это пупиде, мы лахмаджун. Пиде. Aşkım bu ne az bir şey. Mala что-то сегодня получилось. Bu ne? Deneyeceğim mi? Такой у нас ужин вкусняшки. Оказывается, на улице еще готовят. Вот здесь есть такие же горячие блюда, как и там внутри. И здесь готовят шаурму. По-турецки не шаурма, а дюнер. В лаваш заворачивают. Вот взяла попробовать, хотя, если честно, я уже наелась. Смотрите, какой закат красивый. Такой красивый закат здесь. Но он буквально там, знаете, не словили. Солнце только что было полностью, и буквально за минуту оно село. Что мы успели пару фоток сделать, и все. Красивая такая аллейка, здесь мне нравится. Сейчас пофотаемся здесь тоже, наверное. Мы еще здесь пофоткались, возле бассейна немножко успели. Тоже так красиво здесь. Сейчас пойдем туда наверх, там тоже есть зона. Так по лестнице поднимаетесь.
И там лежаки, по-моему, насколько я помню, с позапрошлого года. Там, по-моему, просто лежаки. Нету ничего. Было бы классно, если бы там такой маленький бассейнчик был, но нет. Сейчас посмотрим. Такая лесенка. Тут фоткаются парни. Просто зонтики. Ну тут, ну видимо здесь днем тоже ставят лежаки. Можно тоже здесь позагорать. Как красиво, смотрите, пальмочки. Красота. Вообще, сейчас тут еще зафотаемся. Вау, тут такой красивый вид, кстати. Смотрите, супер. Море сейчас тоже покажу. Красота. Boş şeyler var. Daha iyisi yerler. Hadi bak. Buradan bu açı alma. Buradan böyle. Ya şunu böyle kamera çek. Вечером тут тоже очень красиво. Вот мне этот отель нравится за чистоту, это первое. И второе, тут очень красивая территория. И вечером, и днем тут есть где пофотаться и погулять, хотя территория небольшая. Мы с Мирой по коктейльчику, да, Мируня? Давай, чокнемся. С инфантом и чурс. С инфантом. У меня, кстати, алкогольный коктейль. У Миры безалкогольный такой же. Вашка фанта. Сейчас пойдем опять играть в окей. Mira, o tarafta mı oturacağım? Kızım buraya otur baştan halın gelene kadar saçlar şey yapıyor. Так, мы идем на вечернее шоу посмотреть. Вчера вообще почти не смотрели. Смотрите, какой здесь водный пылесос. Такая длинная швабра и шланг подключен к ней. И чистят весь бассейн. Это каждый день происходит. В плане гигиены здесь очень-очень чисто. Смотри, какая палка-то большая. Можно под ней пройти? Да. Kıyafet giydiniz. Tamam, bir oturalım yerimize. Harikasınız. Bu kıyafetler... Мы пришли на вечернее шоу. Сегодня, я так понимаю, выбирают мистер отеля. Мисс отеля уже была, сейчас мистер отеля. Ну, почему-то переодели их всех мистеров в женские одеяния. Даже, видите, грудь сделали. И я так понимаю, сейчас будут конкурсы. Короче, как обычно. Тамада хороший, конкурс интересный. Он каждому из них, оказывается, дал имя известного турецкого исполнителя. И сейчас они будут под фонограмму петь песни этого исполнителя. К сожалению, музыку я вам не могу оставить. Очень жаль, но, увы, YouTube ее не пропустит. Ну, конечно, все парни, точнее мужчины, старались, молодцы. У всех круто получилось. И было, правда, весело посмотреть вот такое шоу. Uncharted lands will claim them all. Rise like tides and let it fall. Just endless seas. Come drift with me. Come drift with me.